1993 году в глубине Алтайских гор Южной Сибири археологи сделали поразительное открытие. Раскапывая отдаленный курган, они обнаружили мумифицированные останки женщины, сохранившиеся почти в идеальном состоянии. Но дело было не только в том, что ее тело пережило более 2000 лет в вечной мерзлоте. Все дело было в выражении ее лица. Казалось, она кричит. Ее рот был искажен в крике, а глаза застыли широко раскрытыми от ужаса. Некоторые списывали это на естественное разложение, но другие были не так уверены. На ее теле не было видимых ран, никаких признаков травм, и все же ее последнее выражение лица преследовало каждого, кто ее видел. Женщина, ныне известная как Сибирская ледяная дева, была похоронена с 6 лошадьми, роскошными мехами и замысловатыми татуировками, спускавшимися по ее рукам. Некоторые из этих символов не соответствовали ни одному известному культурному узору. Один из археологов, по слухам, покинул место раскопок раньше срока, отказавшись возвращаться. Что-то в воздухе вокруг гробницы казалось неправильным. Когда о ее находке распространились слухи, начались шепоты. Неужели они что-то разбудили? Но это было только начало, потому что всего в нескольких сотнях миль отсюда, погребенная еще глубже под вечной мерзлотой, лежала другая гробница, которая заставила бы даже опытных археологов усомниться во всем, что они знали. Открытие ледяной девы не было случайной находкой. В последующие десятилетия все больше замерзших останков начало появляться по всей Сибири. Целые погребальные камеры, запечатанные во льду на 1000 лет, содержали мумии настолько хорошо сохранившиеся, что у некоторых до сих пор оставались кожа, волосы и одежда. Но что самое странное? Многие из этих людей демонстрировали признаки преднамеренного мумирования, практики, которую, как считалось, не использовали никакие местные культуры того времени. А затем появились аномалии. Тела, найденные без сердец или с раздробленными ребрами, но без внешних повреждений. У одной детской мумии были удлиненные черты черепа, напоминающие практики из Южной Америки, находящейся более чем в 8000 километрах отсюда. Как такое могло произойти? Местные племена предупреждали исследователей держаться подальше от этих мест, утверждая, что мертвых нельзя тревожить. Старейшины рассказывали о проклятиях, передающихся из поколения в поколение. На одном из участков оборудование загадочным образом выходило из строя, батареи разряжались за считанные минуты, а несколько исследователей тяжело заболели без видимой причины. Большинство выздоровело. Один – нет. Но была одна могила, о которой никто не хотел говорить – гробница, окутанная слухами среди местных жителей. Похороненная так глубоко, что даже мороз не смел ее коснуться. Это место упоминали только те, кто верил, что древние вещи лучше не тревожить. Все началось с сонарного сканирования. Глубоко в сибирской глуши исследовательская группа обнаружила прямоугольную аномалию, зарытую под 9 метрами вечной мерзлоты. Она не соответствовала ни одной из известных природных формаций. С трудом они пробурили скважину и обнаружили древнюю камеру, плотно запечатанную железными плитами, странным, устойчивым к ржавчине железом, происхождение которого современные анализы не смогли объяснить. Странным было то, что оно было магнитным. Внутри находился единственный саркофаг, сделанный не из дерева, камня или даже глины, а из гладкого черного металлического сплава, без каких-либо отметин, холодный на ощупь. Когда саркофаг открыли, команда обнаружила внутри тело женщины, но она не выглядела древней. Ее кожа была мягкой, ее волосы оставались темными, ее ногти были ухожены. Результаты радиоуглеродного анализа оказались неубедительными. Сначала прибор показал 200 лет, затем 2000, а потом ничего. Аппарат не мог получить стабильные показания, но настоящий ужас начался, когда ее глаза открылись. Всего лишь подергивание, едва заметное, но несколько членов команды поклялись, что видели это. Это был последний раз, когда кого-либо подпустили к этому месту. Российское правительство быстро закрыло раскопки и засекретило все материалы. Но к тому моменту было уже слишком поздно. Слухи уже распространились, и новости разлетелись быстро. Железная женщина была похоронена не одна. Были признаки того, что другие тоже были запечатаны еще глубже подо льдом. Тела, обнаруженные в этих замерзших гробницах, противоречили всему, что могла объяснить наука. Кожа без признаков гниения, органы без разложения, одежда, выглядевшая как только что сшитая. В одном случае труп был найден, сжимавший в руках деревянную табличку, однако дерево полностью рассыпалось, а руки остались совершенно нетронутыми. Как такое вообще возможно? Химический анализ показал, что тела были обработаны смесью трав и смол, неизвестных современной науке, не произрастающих в Сибири и даже не встречающихся в Азии. Откуда пришли эти знания?
Некоторые выдвигали теории о древних торговых путях. Другие склонялись к тревожной версии. Когда-то в Сибири существовала высокоразвитая культура задолго до письменной истории, обладавшая знаниями, позволяющими останавливать разложение, возможно, даже время. Но сохранность тел была не единственной странностью. Некоторые тела были обнаружены с небольшими сферическими объектами, вживленными под кожу, гладкими, черными, слегка пульсирующими при нагревании. Один из исследователей попытался извлечь один из них хирургическими инструментами. Объект рассыпался в пепел, а у мужчины начались сильные судороги, продолжавшиеся 3 дня. Что бы ни сохраняло эти тела, это могло быть не просто наукой, возможно, это была сила. И одна гробница, недавно случайно обнаруженная, может содержать ответ. Это должно бурение нефти. Отдаленная буровая команда наткнулась под землей на нечто неожиданное. Их оборудование разбилось, земля задрожала. То, во что они врезались, было не камнем и не льдом, а полой камерой. После получения разрешения туда отправили небольшую археологическую группу. То, что они обнаружили, потрясло научное сообщество. Огромная каменная конструкция в форме перевернутой пирамиды, погребенная в слоях черной почвы и льда. Никаких надписей, никаких отметин, никаких признаков человеческой работы, но сооружение было явно рукотворным. Внутри находились несколько погребальных камер, все они вели к единой центральной гробнице. В отличие от всех остальных, в этой гробнице не было ни резьбы, ни иероглифов, ни признаков имени или даты. Только каменная плита, а под ней скелет, не похожий ни на один из известных, выше любого местного населения, с вытянутым черепом, более широкой грудной клеткой. И в руке он сжимал некий металлический предмет, на котором был выгравирован символ, который никто не смог расшифровать. С тех пор этот предмет исчез. Некоторые говорят, его никогда не существовало. Другие утверждают, его вывезли контрабандой в дипломатическом чемодане и отправили в Москву. Но настоящая загадка была не в том, что находилось в гробнице. Загадка была в том, что они нашли под ней. Под безымянной гробницей, гораздо глубже, в камере, запечатанной камнем, археологи обнаружили нечто, от чего у них по спине пробежал холодок. Инструменты. Но это были не бронзовые или каменные инструменты, как можно было бы ожидать. Они были изготовлены из странного легкого сплава, напоминающего современный титан. Острые лезвия, геометрически идеальные сферы и даже то, что выглядело как треснувшая линза. Прозрачная, отполированная и оптически совершенная. Анализы показали, что эти материалы не могли быть изготовлены с помощью древних технологий. Ни одна известная печь в древнем мире не могла достичь температур, необходимых для их формовки. Странно, на некоторых инструментах обнаружены микроскопические бороздки, которые нельзя сделать без прецизионного оборудования. Вопрос не в том, как они созданы, а кто их создал. И почему они были захоронены со скелетом, который не соответствует ни одному известному виду человека? Некоторые исследователи высказывали немыслимое предположение. Возможно, это были не погребальные принадлежности, а оружие, что порождало новый вопрос. От кого или чего они защищались? Потому что, согласно слоям почвы, кое-что было захоронено глубже. Через неделю после обнаружения странных инструментов георадар выявил еще один объект, лежащий почти в 60 футах ниже самой нижней точки гробницы. Когда начались раскопки, команда обнаружила камеру из камня, круглую, гладкую, слабо гудящую. В центре находился странный объект в форме небольшого купола, обмотанный толстыми металлическими катушками и покрытый причудливыми узорами в виде молний. Он выглядел как машина, как источник энергии. Когда исследователи поднесли к нему обычный вольтметр, стрелка резко дернулась, хотя не было ни батареек, ни видимого источника питания, и все же устройство пульсировало медленно, слабо, словно затухающие удары сердца. Никто не мог понять, что именно оно питало, но его форма совпадала с описаниями из сибирских племенных легенд. Солнце, заточенное во льду, спрятанное под землей, чтобы оно не пробудилось. В ту же ночь вышли из строя все электросистемы лагеря, камеры отключились, батареи разрядились, а один рабочий исчез в снегу. Поисковые группы нашли его следы, но они просто обрывались на полушаге, словно его вырвали из самой реальности. Что бы это ни было за объект, он не был мертв и не был один, потому что чем глубже они спускались, тем больше находили признаков наблюдателей. После инцидента раскопки были приостановлены, но отколовшаяся группа независимых исследователей и несколько местных проводников решили продолжить. Они прошли по узкому туннелю под местом раскопок, частично обрушенному и скрытому за осыпавшейся стеной.
То, что они обнаружили, потрясло их. Десятки скелетов, худых, высоких, с удлиненными конечностями и пустыми глазницами. Некоторые были навалены у стены, словно пытались выбраться. Другие сидели, сжавшись в позе эмбриона, лицом к задней части туннеля. А еще были следы, глубокие царапины, похожие на следы когтей в камне, но не от ногтей, а от чего-то гораздо тверже. Воздух был тяжелым, плотным и наполненным статическим электричеством. Электронное оборудование выходило из строя. Связь была невозможна на расстоянии более 15 футов. Один из проводников отказался заходить, бормоча, что туннель – это дорога к мертвым. Он был прав, потому что в самом конце команда обнаружила нечто ужасающее. Дверь не из дерева, не из камня, а плоскую бесшовную металлическую плиту, не похожую ни на что на земле, холодную, гладкую и плотно запечатанную. А в самом центре едва заметно был вырезан символ, который они уже однажды видели на объекте, изъятом правительством. Задолго до того, как Сибирь покрылась льдом, легенда гласит о расе, что жила под поверхностью, строителях, мыслителях, воинах. Они никогда не смешивались с людьми и исчезли задолго до начала нашей истории. Большинство считало эти истории мифами, до тех пор, пока не нашли гробницу. Скелетные останки не соответствовали ни одной известной человеческой линии. Плотность их костей, пропорции конечностей и даже объем черепа указывали на совершенно другую ветвь эволюции или нечто абсолютно отдельное. Некоторые теоретики предположили, что это могли быть потомки неизвестной цивилизации. Другие склонялись к еще более запретным идеям, что они вообще не были с Земли. Местные шаманы верят, что эти существа никогда не умирали, их тела могут покоиться под землей, но изумы до сих пор блуждают в ледяных ветрах. У гробниц слышали шепоты, слова, которые не объяснит ни один живой язык. Один из рабочих записывал звук 2 ночи подряд, прежде чем бросить раскопки. При воспроизведении запись напоминала голоса, шепчущие подо льдом. А еще есть карта, та, что выгравирована внутри черепа, который не должен существовать. После того, как новости о загадочной гробнице просочились наружу, на место была отправлена вторая команда ученых, поддерживаемая военными, чтобы обеспечить безопасность объекта. Когда они прибыли, несколько необычных скелетов исчезли. Ящики промаркированы, опечатаны и вывезены по воздуху в течение часов. Все записи были конфискованы. То, что осталось, составляло малую часть того, что было раньше. Уцелело всего несколько фотографий. На одной из них изображен скелет ростом более 7 футов. В руке жезл с металлическими жилами. Другая фотография, быстро удаленная из интернета, камеру с 3 запечатанными контейнерами, похожими на человеческие фигуры, прозрачными. Но внутри был только лед, или так говорили. Оригинальная исследовательская группа расформирована. Некоторые замолчали, другие исчезли совсем. Один написал анонимный пост в блоге, прежде чем навсегда уйти из сети. Его последние слова: «Они забрали тела, но не правду, она все еще похоронена». Так что же было в этих контейнерах и, что еще важнее, кто или что их запечатало? Одной из самых тревожных находок стал единственный артефакт, зарытый под слоями костей, предмет, который не должен был существовать. Это был диск 6 дюймов в диаметре из отполированного черного камня с светящимся узором, который пульсировал, когда его держали. Эксперты были озадачены. Эти отметки не были декоративными, они были структурированными как схема. Но настоящий шок вызвал изотопный анализ. Материалы диска не соответствовали известным на Земле составам. Еще страннее было то, что при термальном сканировании диск показал внутренние структуры, крошечные движущиеся детали, слишком сложные для древних технологий. Теории множились. Некоторые утверждали, что это была древняя батарея. Другие считали, что это форма инопланетной связи. Но артефакт был быстро конфискован тем же военным подразделением, которое охраняло скелеты. Позже один из ученых заявил, что ему удалось частично воспроизвести его конструкцию. Говорят, что при воздействии лунного света устройство издавало низкочастотную вибрацию, но он так и не опубликовал свои выводы. Через 3 недели он исчез во время похода в Уральских горах. Был ли диск просто потерянной технологией или чем-то, оставленным здесь намеренно? До того, как место было закрыто, несколько генетических образцов из скелетных останков были тайно вывезены и независимо исследованы. Сначала результаты казались подделкой. Возможно, это было загрязнение, но после анализов проявилась закономерность. ДНК нескольких образцов не удавалось отнести ни к одной человеческой популяции, ни современной, ни древней. В мировой базе данных не нашлось ни одного совпадения.
В некоторых образцах были человеческие маркеры, но с искаженными мутациями. Гены, отвечающие за работу мозга, иммунный ответ и даже плотность костей казались искусственно усиленными. Это было похоже на нечто, эволюционировавшее где-то в другом месте. В одном из образцов митохондриальная ДНК частично совпадала с человеческой, но также содержала чужеродные цепочки, словно кто-то взял человеческую ДНК и переписал ее. Но с какой целью? Еще более тревожным, образец демонстрировал признаки исключительного долголетия. Клетки оставались в идеальном состоянии. Казалось, это существо почти не старело. Были ли это останки древнего искусственно созданного вида доказательства? Нечеловеческое ходило по земле задолго до нас. Правда, возможно, кроется в том, что исчезло дальше. В течение 2 недель после закрытия гробницы все оставшиеся артефакты, инструменты, кости, письмена, даже образцы почвы были вывезены. Официально этот объект никогда не существовал. Он не значится ни на одной карте раскопок, а российское правительство отказывается признавать какие-либо находки в этом регионе. Спутниковые снимки этой местности были загадочным образом размыты. Местный проводник, работавший с командой, позже был арестован по несвязанным обвинениям, а затем исчез из-под стражи. Ни суда, ни записей. Даже университетские архивы, где раньше хранились материалы раскопками, теперь содержат пустые папки. Профессоров, которых перевели на другие должности или отправили на досрочную пенсию. Один из них попытался передать фотографии изданию, но снимки пришли пустыми, просто пустые. Будто кто-то стер не только улики, но и саму память о том месте. Но один файл все же уцелел. Отсканированная страница из блокнота с диаграммой, картой неизвестных туннелей и именем, написанным жирным кириллическим шрифтом. Кова-7. Это имя всплыло там, где никто не ожидал. Кова-7 была не гробницей. Это был научно-исследовательский объект советской эпохи, заброшенный десятки лет назад и занесенный снегом. Спрятанная недалеко от полярного круга, она числилась как лаборатория для глубоких экологических испытаний, но рассекреченные меморандумы раскрыли другую цель – изучение биогенных аномалий. Именно туда был доставлен артефакт из гробницы, а возможно и тела тоже. Внутри объекта помещения были переоборудованы в наблюдательные камеры, криогенные хранилища и экранированные от электромагнитных полей комнаты. Одна из лабораторий имела зловещую надпись «Образец эхо. Не открывать». Но место было покинуто в спешке. Бумаги разбросаны, кофе все еще в кружках, лабораторные халаты на стульях. Записи с камер наблюдения внезапно обрываются в один из дней. Все просто исчезли. Говорят, что последний эксперимент пошел не так. Другие считают, что что-то вырвалось наружу. Но вот где становится еще страннее. В оставшихся файлах был рисунок, тот же символ, что был вырезан на двери гробницы. Тот же узор, те же линии. Но этот рисунок был подписан по-английски одной фразой под ним. Код доступа пробуждения. Дверь была не просто запечатана, ее заперли снаружи. Вскоре после закрытия объекта местные жители начали сообщать о странной активности в близлежащих лесах. Необъяснимые огни, магнитные аномалии и даже исчезновения. Один охотник обнаружил, что весь набор компасов сросся воедино, металл искривлен, словно расплавлен изнутри. По ночам жители деревни сообщали, слышат глубокие ритмичные звуки из-под земли, похожие на дыхание. Власти списали все на естественную сейсмическую активность, но геологи подтвердили, в этом районе не было толчка. Затем появилась болезнь, странный недуг, который поразил только тех, кто посещал гробницу или работал в команде археологов. Симптомы включали яркие галлюцинации, паранойю и, в конечном итоге, агрессивное поведение. В интернете это прозвали «проклятием гробницы». Некоторые считали, что воздействие артефакта или энергии гробницы пробудило в них что-то дремлющее. Другие настаивали, что причина психологической. Но один исследователь, незадолго до своей смерти, утверждал, что ему снилось существо, состоящее из льда и света, говорившее на языке, вибрирующем в костях. Он был не единственным, потому что тот же сон позже описал другой человек, который никогда не бывал рядом с гробницей, а жил за сотни миль от нее. И то, что он увидел во сне, привело к самому шокирующему открытию. 2 года спустя после закрытия объекта анонимная наводка привела новую экспедицию в забытое Сибирское ущелье, где были зафиксированы странные магнитные аномалии. Там они обнаружили безымянную дорогу, теперь заросшую, ведущую глубоко в дикую местность. Этой дороги не было ни на одной карте, записей не существовало.
Ни один из жителей не помнил, ее строили. Вдоль пути лежали остатки давно погребенных сооружений, фрагменты камня с теми же странными символами, что найдены в оригинальной гробнице. Но это не могилы. Это были метки, ориентиры, словно тропа, ведущая к определенному месту. Дорога заканчивалась у массивной каменной стены, частично погребенной под веками снега и земли. За ней находилась система пещер, слишком большая, чтобы быть естественной, с туннелями, чьи узоры казались спроектированными. Внутри они обнаружили нечто еще более жуткое, чем гробницу. Огромный фриз, вырезанный в скале, которому тысячи лет. На нем были изображены высокие гуманоидные фигуры, стоящие перед объектом, сияющим светом. Вокруг них преклонились люди, над ними небо было расколото. А в самом центре фриза тот же символ, что был вырезан на железной двери. Но это было не просто искусство, это была история предупреждения. В углах фриза были вырезаны координаты. Одна из них указывала на определенный регион в Восточной Сибири, недоступный по дороге, скрытый ледниками. Но одна экспедиция добралась туда на вертолете, следуя указаниям карты. Там, под неглубоким хребтом, они нашли еще одну гробницу, гораздо более древнюю, гораздо глубже и холоднее всех предыдущих. Внутри находилось одно единственное тело, окаменевшее от времени. Череп был частично раздроблен. А внутри полости археологи обнаружили нечто по-настоящему необъяснимое – крошечный кристаллический осколок, вросший прямо в кость. При сканировании осколок показал трехмерную карту не только Земли, но и Земли на разных этапах ее существования. Ледниковые периоды, сдвиги континентальных плит, будущие и прошлые береговые линии – все было точно. Одна часть карты пульсировала, выделяя область на глобусе, далеко от Сибири, возле Южного полюса. Артефакт тихо изъяли, запечатали, но фотографии просочились. И на каждой версии карты одно оставалось неизменным – маленькая отметка в самом сердце Сибири, где была найдена первая гробница. Это не была могила, это была отправная точка. Среди представителей научного подполья, археологов, лингвистов, геологов, начали циркулировать слухи. Люди, которые раньше отвергали эти истории, теперь делились рассказами на закрытых форумах. Они говорили о холодных существах, описанных в фольклоре племен со всего арктического региона, хранителях льда, безмолвных наблюдателях глубин, не богах, не пришельцах, не духах, а о чем-то более древнем. Они говорили, что стражи пришли не для того, чтобы править. Они были здесь, чтобы сдерживать нечто, что когда-то свободно бродило по земле, прежде чем его заточили под камнем и льдом. Один древний сибирский напев, если его фонетически перевести на 3 языка, говорил о круге сна и темнице под корнями. Это совпадало с устными традициями Гренландии, Аляски, даже с норвежскими легендами, рассказами о ледяных великанах, заточенных в вечной ночи. Но больше всего исследователей пугало вот что. Все эти истории заканчивались одинаково. Когда человек забывает страх перед холодом, дверь откроется. Всего недель назад спутниковые снимки зафиксировали тепловые всплески подо льдом, где была гробница. Это произошло быстро. Внезапный сейсмический шок, рев сдвигающегося льда, и затем тишина. Местные спутники записали это событие, но вскоре были отключены. Доступ к региону был ограничен военными, но нескольким беспилотникам-нарушителям удалось подлететь достаточно близко. То, что они увидели, было однозначно. Почва над гробницей провалилась внутрь, образовав воронку почти в 300 футов в диаметре. Никакого снега, никакого льда, только обнаженная земля и дым, словно что-то вышло из-под земли. Уровень радиации резко вырос, дикая природа исчезла. В ближайшей деревне Оймикон, самом холодном населенном пункте на Земле, источники энергии вышли из строя. Местные жители сообщали, что слышали звук, отдаленный гром, исходящий из-под земли. Один ребенок рассказал о высоком человеке из звезд, который шел по реке. Гробница была не просто открыта, она была пуста, и все, что находилось внутри, больше там не было. Через 3 дня после обрушения в интернете появилась частная аудиозапись. В панике, задыхаясь, голос сказал следующее. «Мы зашли слишком далеко. Подо льдом есть город, целый город. Но он не наш, стены дышат. Свету не нужны провода.
И они знали, что мы придем. Другая исследовательница выложила размытое фото, прежде чем ее аккаунт был удален. На нем была изображена огромная круглая камера, металлическая и слабо светящаяся голубым. В центре находилась конструкция, похожая на трон или, возможно, алтарь, пустой. А потом наступила тишина. Все аккаунты, которые писали об этой находке, исчезли. Серверы были очищены, архивы удалены. Но один файл остался в зашифрованной папке, отправленной исследователю в Швецию. Его название состояло всего из 3 слов. Оно проснулось. Гробница никогда не была местом покоя. Это был замок-тюрьма, и теперь она открыта. То, что произойдет дальше, уже не в наших руках.